Беларусь готова нанести удар дальностью 300 километров. Зеленский хочет завершения войны, а в РФ хотят вернуть смертную казнь. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Белгородскую область бомбит российская авиация и украинские дроны. Гладков предлагает защищаться не ПВО, а огнетушителями. Мы приобрели из областного, за счет средств областного бюджета 1000 огнетушителей. Подлость Путина. Кремль отправил подарок Ким Чен Ыну из Южной Кореи. Разразится ли скандал и что сделает Северная Корея с российским Аурусом? Импорт включал в себя детали кузова автомобиля, датчики, программируемые контроллеры. Лукашенко направляет к границам РСЗО «Полонез» и уверяет, что у границ Гомельской области находится русский добровольческий корпус. Зачем и почему? Друзья, доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Российские авиабомбы падают на головы жителям Белгородской области. Об опасности для тех, кто проживает в этом регионе России, пишет BBC. Авторы материала утверждают, что украинские дроны и артиллерия – это лишь часть того, что грозит белгородцам. В статье упоминается и так называемый нештатный сход авиабоеприпасов. В последние месяцы такие ситуации стали происходить гораздо чаще. По данным Астры, лишь за последние 4 месяца российская авиация скинула на российские регионы или же оккупированные территории как минимум 98 авиабомб. Белгородцы считают, что ситуация только усугубится из-за разрешения Украине использовать западное оружие для ударов по России и стремятся уехать в безопасные места. Но переезд могут позволить себе далеко не все, а власти готовы помогать с эвакуацией только детям и жителям зон чрезвычайной ситуации, населенных пунктов вблизи границы с Украиной, в число которых Белгород не входит. Да и вообще, белгородцам грех жаловаться, пока у них есть Гладков, который заявил, что теперь те могут спать спокойно, ведь жителям области помогут не ПВО, а огнетушители. Всем раздадут и придется бороться с огнем самим. Другого варианта нет. Есть населенные пункты при разгорании частных домов, куда даже невозможно сейчас заезд спецтехники МЧС, потому что по ним сразу будет нанесен удар. Поэтому мы приобрели из областного, за счет средств областного бюджета 1000 огнетушителей. Очень благодарен Михаилу Евраеву, губернатору Ярославской области, который отправил уже нам 1750, и исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева 2000 штук. Эти огнетушители раздадим по домам, по тем населенным пунктам, которые находятся в непосредственной близости вдоль границы. Российские оккупанты продолжают фиксировать на видео свои военные преступления. Видеодоказательства постоянно публикует Минобороны РФ. В частности, то, как на украинские города сбрасывают неуправляемые авиационные ракеты. Тем временем в Украине заявляют, что за первые 6 месяцев 2024 года ВСУ уничтожили более 30 российских самолетов. Итак, вечного полета украинцы пожелали 9 российским Су-25, одному и уникальному российскому Су-57, 2 МиГам 31К, практически 13 Су-34, одному Су-35, одному Су-35С, 2 А-50 и одному Ил-22М11 и также одному Ту-22М3. В Украине отметили, что какие-то самолеты могли получить повреждения, были отправлены на длительный ремонт. Кроме того, в определенных случаях нельзя было точно установить модели уничтоженных российских истребителей, утверждают ВСУ. В России пропадают не только самолеты, но и люди. Издание «Можем объяснить» пишет, что Чечня заняла почетное 2-е место в печальном рейтинге РФ по числу пропавших без вести людей. На 1-м месте Москва, на 3-м Подмосковье. Если говорить о Чечне, то только согласно официальной статистике МВД РФ с начала 2023 года в Чечне пропали без вести 1589 человек. Но здесь важно учитывать и количество жителей. В Москве, согласно последним данным, численность населения перевалила за 13 миллионов, в то время как в Чечне этот показатель в 10 раз меньше. «Можем объяснить» уточняет, что в Чечне люди исчезают буквально в никуда, и это признает официальная статистика. С начала этого года в республике возбуждено всего 17 уголовных дел в связи с обнаружением неопознанных тел. Напомню, что после теракта в соседнем Дагестане Кадыров заявил, что необходимо убивать родственников тех лиц, которые
которые нападают на сотрудников полиции. А Кремль такое решение поддержал. А история здесь кадыровских заявлений очень четкая. Он ведь создал систему заявлений, требуя извинений от людей публично. Причем требования извинений сопровождаются угрозами, тоже, как правило. Плюс к этому на это же накладывается всем известная хорошо кадыровская система действительно вне судебных расправ, потому что люди в Чечне и пропадают, и подвергаются пыткам. Это хорошо известно и расследовано правозащитниками, и признано это. А еще в РФ упорно хотят вернуть смертную казнь. Об этом рассказали на Международном молодежном юридическом форуме. А почему нам не снять мораторий с учетом того, что растет число тяжких преступлений, и вернуть смертную казнь в наше законодательство? Михаил, вот, может быть, прокомментируйте эту тему в вашем выступлении, да? Когда я закончу. Мне интересно было бы знать ваше мнение как специалиста в области уголовного права. Ну, мне сказали некоторые грамотные, высококвалифицированные юристы, что надо менять Конституцию, что надо проводить референдум, а я полагаю, надо просто указом президента отменить мораторий на смертную казнь. Путин хочет войны, а Украина мира. Зеленский обещает в течение 6 месяцев представить детальный план окончания войны. Сейчас же Киев работает над 3 планами, которые обсуждались в Швейцарии на саммите мира. Речь идет о продовольственной безопасности, енергетичній безопасности і обміні пленними. Для нас дуже важливо показати план закінчення війни, який буде підтриманий більшістю світу. Це дипломатичний шлях, над яким ми працюємо. Окрім цього, як я вам сказав, не все залежить від нас. У нас виробництво щодо технологій, дронів, ребів, артилерії, воно дійсно збільшується, тому що ми повинні бути сильними на полі бою. Бо якщо ви слабкі, це не через те, що хтось хоче воювати. Ми і не хотіли з самого початку. І зараз ніхто не хоче. Ми хочемо якраз миру, але ми повинні бути сильними. І тому розвиваємо наше виробництво, щоб бути сильними. Тому що Росія, окрім сили, нічого не розуміє, а окрім сильних нікого не поважає. Тобто це 2 паралельні речі. Бути сильними на полі бою і розробити план, зрозумілий план, детальний план, і він буде готовий в цьому році. Южная Корея усиливает санкции в отношении Беларуси и России. Сеул решил расширить список товаров, которые запрещено экспортировать в эти страны. Министерство промышленности Южной Кореи заявляет, что теперь в черном списке 1402 позиции тех предметов и товаров, которые могли потенциально использоваться московским и белорусским режимами в военной промышленности. Например, под ограничения попали станки для резки и обработки металла, детали станков, оптических устройств, датчики, которые могут использоваться для производства товаров военного назначения и так далее. В то же время Рейтер пишет, что южнокорейские детали попали в Северную Корею, фактически в руки Ким Чен Ыну, который считает соседнюю республику злейшим врагом. И виноват в этом Путин. Он подарил Аурус, который, собственно, во многом сделан благодаря импортным запчастям. В период с 2018 по 2023 год Россия импортировала оборудование и комплектующих для сборки автомобилей и мотоциклов «Аурус» на сумму не менее 34 миллионов долларов. Свидетельствуют таможенные отчеты, с которыми ознакомилось агентство Reuters. Импорт включал в себя детали кузова автомобиля, датчики, программируемые контроллеры, переключатели, сварочное оборудование и другие компоненты на сумму почти 15,5 миллионов долларов, импортированные из Южной Кореи. Россия упорно пытается войти в одну реку дважды. После провала с Чебурнетом взялись создавать свой аналоговнетный YouTube. Назвали его «Платформа». Российские айтишники презентовали эту платформу в региональном общественном центре интернет-технологий. Нового мало. Российский аналог по интерфейсу практически брат-близнец YouTube, но не такой демократичный. В российскую платформу внедрена, чтобы вы думали, система модерации, которая ограничивает контент, нарушающий российское законодательство и содержащий антироссийскую риторику. Вредоносным уже посчитали в России лекции известного историка, заслуженного учителя РФ Тамары Эйдельман. Против нее возбудили уголовное дело о так называемой реабилитации нацизма. В
прокуратуре Москвы говорят, что на своем YouTube Эйдельман опубликовала видео, которое якобы содержит высказывания, выражающие явное неуважение ко Дню воинской славы России и памятной дате России, связанной с защитой Отечества, а также оскорбляющие память защитников Отечества. Это была цитата. О каком конкретно видео идет речь, не упоминается. Напомню, что у российского историка Эйдельман более 1,5 миллиона подписчиков только в YouTube, где размещено уже как минимум 750 видеоуроков об истории человечества и известных личностях. Общее количество просмотров этих роликов перевалило уже за 320 миллионов. Сама Тамара Эйдельман с начала полномасштабной войны не живет в РФ и ранее была признана российским Минюстом иноагентом. В Швеции не исключают, что война в Украине может выйти за границы Украины. Глава вооруженных сил страны Микаэль Бюден говорит, что вступление Швеции в НАТО стало неким облегчением. Ведь теперь за остров Готланд, который находится в акватории Балтийского моря, отвечает не только Стокгольм, но и уже и весь Североатлантический альянс. Ранее издание «Политика» писало о том, что Путин положил свой глаз на этот второй по крупности остров в Балтийском море. И если бы РФ захватила остров, то контролировала бы все Балтийское море из-за стратегического расположения Готланда. В условиях быстрого развития событий и непредсказуемости нельзя говорить, что ситуация не может ухудшиться или что она может привести к войне в других регионах. Но нужно четко понимать и признавать, что такое вполне может произойти. Но это не то, что происходит здесь и сейчас, и у меня нет никаких примеров. Но это то, к чему мы должны серьезно отнестись. Это чрезвычайно серьезная ситуация с безопасностью. Мы всегда понимали, насколько важен Готланд, и теперь мы можем сотрудничать с Альянсом. У Лукашенко вновь кричат, что Украина готовит провокации на границе с Белоруссией. Но на этот раз виновники не украинские военные, а якобы русский добровольческий корпус. В погранкомитете Беларуси уверяют, что сбили их БПЛА, который собирал информацию о некоторых объектах в Гомельской области. Кроме того, в Минске показали видео и говорят, что нашли некий схрон со взрывчаткой. Где именно найден этот схрон, конечно же, никто не рассказывает. Помимо этого, Z-блогеры подключились к риторике режима Лукашенко и обвиняют Украину в том, что к 3 июля, когда в Минске будут праздновать так называемый День независимости, что-то да произойдет. Напомню, что выглядит все с точностью да наоборот. На этой неделе Беларусь направила дивизион РСЗО «Полонез» в приграничные районы. В соответствии со сложной сложившейся обстановкой вблизи государственной границы Республики Беларусь и поставленной задачей, дивизион вышел в назначенный район с полным боекомплектом. Заступил на боевое дежурство по назначенным объектам. Готов выполнить задачи по нанесению ракетных ударов на дальность до 300 километров в течение 20 минут. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора. И напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, и мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом, оставляйте свой донат или становитесь постоянным спонсором канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.